Уважаемые коллеги, я думаю, что сейчас самое время задать вопросы нашему уважаемому гостю. Пожалуйста, прошу вас. Добрый день. Хотелось бы вас спросить про современную Чечню, президентство Рамзана Кадырова. Вы поддерживаете какие отношения с нынешним руководством Чечни? Оказывали какую-то им поддержку? В общем, в каком роде осуществляются у вас контакты? И тоже второй вопрос по поводу того, что уже существует тоже какое-то устойчивое мнение, что жесткая рука в Чечне, она привела к тому, что в сравнении с другими республиками там меньше терактов, меньше каких-то проявлений и боевиков, и вроде как-то давят, в отличие, допустим, от того же Дагестана. Насколько ваше мнение по этому поводу, насколько это верно? Хороший вопрос. Я был против Кадырова-младшего, отцу его говорил, Ахмеду Хаджи. Нас пытаются все время сказать, что мы с этим диким конфликтом, антагонизмом. Это не так было. Мы просто политически, у нас были очень серьезные разногласия. Я считал, что он должен делать так, он по-своему. А жизнь показала, что во многих вопросах он тоже был прав. Потому что он там все это время там был. Он был с теми, которые сейчас там у власти. Он знает их психологию, знает все. И, конечно, он должен, он законно, то, что он захотел возглавить республику, сделал, эта жизнь доказала, что он был прав. Я когда Кадыров-младший начал выступать там на телевидении, я говорю, отцу сказал, останови, он начальник службы твоей охраны. И он не политик, нечему лезть там в политику. Он сказал, говорит, вообще, говорит, у нас в чеченстве не принято своих детей хвалить. Асланбек, он говорит, он от природы, говорит, не глупый человек, он интуиция, он дико развита, говорит, ты посмотришь, он еще покажет себя. Он очень любит, говорит, свою Чечню, народ. Он, если будет, Аллах его даст, что он будет, значит, там, все, что может, он для них сделает. Ну, я, естественно, там ухмыльнулся, я говорю, каждый кулик свое болото хвалит. Но жизнь показала, что он был прав. Вот то, что сделал Кадыров в своей республике, Чеченской республике, никто, ни Аслаханов, ни другие лица, которые назывались в качестве возможных кандидатов возглавить республику, ни Хаджиев, Саламбек, там, ни другие, не сделал бы то, что сделал Кадыров-младший. Он, зная психологию людей, зная историю каждого из этих людей, которые там вместе с ним работают. Он их очень тяжелое время, когда денег, говорит, у вас есть деньги, говорит, вы тратите, потом вы будет возможность, я рассчитаюсь с вами. Он объявил войну в Чечне. Он объявил войну за восстановление Чеченской республики. Он очень много сделал. Вот вы просто посмотрите, что было 4-5 лет назад в Чечне и что сейчас. Вы не поверите, это небо и земля. Красивые улицы, асфальт, дома отремонтированы, хорошие дома строятся. Небоскребы на Северном Кавказе вообще не строили. Небоскребы строят. Но все, что делают, прекрасно. Не бывает людей без греха. Это вообще в мире, даже и Папа Римский, и патриарх всей Руси, Алексий, который я обожаю, не бывает. Бывает, потому что мы сами этого не желаем, мы какие-то грехи совершаем. И, конечно, грехи есть у него. Но я в целом всегда говорю, дай тебе Аллах удачи во всех добрых делах. И я искренне желаю этого. Потому что он действительно стал и слугой народа чеченского, и он очень много сделал для того, чтобы мир и покой проходил. Да, жестко, да. Тоталитарно, да. Он не позволяет там всякие тити-мети, у него жесткий порядок. И мне особенно в последнее время нравится, я говорю, он начинает бороться за эту молодежь. Проводит молодежь различных программ, поднимает там спортивные объекты, то есть много делает для того, чтобы молодежь ходила. Ну, тем не менее, молодежь уходит. Значит, но его деятельность на Северном Кавказе более эффективна, чем у других, потому что молодежи, это, которая уходит, надо бороться. Это наши дети. И то, что они уходят, я говорю, мы, старшее поколение, виноваты в этом. Их отец и мать в муках не рождали и не воспитывали для того, чтобы он стал бандитом, стал террористом, там, убил кого-то. Она для созидателя мирного труда, чтобы у него был потомство, чтобы они имели возможность внуков, правнуков нянчить. Для этого их рожали. И они не хотят, чтобы они шли. Но раз они ходят, наверное, есть какие-то причины. Мы же должны заниматься им. Мы, когда им плохо, или когда узнаем, что плохо, мы должны быть первыми там, а не те, которые вербуют их. И пока мы вот эти акценты не переставим, когда не будем мы бороться за молодежь нашу, у нас это будет продолжаться. А он это начинает сейчас делать. Уважаемый Асланбек, вот хотелось бы узнать, все-таки все мы ходим под Аллахом или под Богом, это не имеет значения, Он един.
И всех нас искренне волнует, что нужно делать, чтобы Кавказ не был очагом конфликтов, которые сегодня есть. А Кавказ был местом, где природа, данная Богом природа прекрасная, люди гордые, трудолюбивые, и это было бы местом гостеприимное. И люди просто ходили бы там отдыхать, работать и так далее. Вот благодаря чего можно было бы это сделать в Северном Кавказе. И второй вопрос, что нужно делать, чтобы к кавказцам было истинное отношение, то отношение, которое заслуживают кавказцы на самом деле. Я всегда говорил, что нельзя лезть в чужой монастырь со своим уставом. Я не признаю, что тотальную предрасположенность там, к хулиганству, там, агрессии и так далее выходцев из Северного Кавказа за Кавказе. Просто есть институт воспитания подрастающего поколения. Вот на Кавказе и вообще горцы своих мальчиков воспитывают настоящими воинами. Еще с тех времен. Богатые или бедные, но в любой семье, нормальной семье, воспитываться мальчику нельзя бить. Нельзя на него, чтобы в детском роде не заложить страх. И самый большой позор для кавказского пацана или мужчины, это что обвинят его в трусости. Но я и не хотел этого, чтобы демонстрировать. Нужно демонстрировать свою силу, свою ловкость на борцовском ковре, на ринге, там, на спортивных площадках. И я обвиняю родителей, что они распускают своих детей. У меня 6 детей. Если мой сын будет вести себя где-то агрессивно, я ему башку оторву. Он знает это. Я говорю, ты семью позоришь. Ты чеченцев позоришь. Тяжело тебе, оскорбили тебя, вытерпи. Вопрос другой, оскорбили мать твою, оскорбили сестру твою, обозвали. Башку хоть снеси ему. Это святая мать, чтобы позволять оскорблять ее. Когда у пророка Мухаммеда спросили, кого, говорит, больше всего должен любить мусульманин, он сказал, мать. А после нее, он и после нее мать. А после нее и после нее мать. На Кавказе за убийство женщины двух лучше убивают из другого рода. Нужно защищать эту часть. Но никогда нельзя забывать, что ты в другом месте, ты приехал в другой. Это твоя страна, Россия, но ты живешь в людей, где уже свой уклад жизни сложился. Ты приехал, ты чужой. Тебе не кулаками нужно стать своим, а жизнью, своей работой, уважительным отношением. Занимайся спортом, помогай чем-то. Ты вольешься это в семью. А когда настороженно появляют, кавказцы незаконно, и вот группируются, чтобы защитить себя, начинают формировать группировку. Это беда общая. Да беда власти в первую очередь. И нужно своих детей воспитывать с толерантностью. Чтобы приехал туда, предупредить. Не лезь со всеми этими. Тебя призывают идти, там, мы подрались, сейчас пойдем с шалманом, там кого-то будем бить. Не иди. Эти действия, которые, к сожалению, нередко бывают, они всегда ведут к трагедии, к уголовным делам, к осуждению. Это один вопрос, что от нас многие зависит, как мы своих будем воспитывать, чтобы они делали то, что нужно делать. И чтобы своей этой тыквой думали, они лезли, сказали, пошли, если ты мужчина пошел, я мужчина дела, а вот эти ваши тусовки я принимать участие не буду. Второй вопрос, уже политический, я сказал бы. Мы упускаем Кавказ. И я в свое время президенту Путину предложил, надо нам учредить Кавказский форум. Кавказский. Объединить Северный Кавказ, Юг. То есть сейчас Юг России, раньше говорили Закавказье, весь Кавказ. Чтобы мы проводили ежегодно форумы, касающиеся, значит, социальных, культурных, религиозных, спортивных там, и так далее направлений. Не трогать только политику в плане территориальной целостности Азербайджана, Армении, там, Грузии и так далее. Потому что это вопрос, который заведет в тупик. Это вопрос очень длительный процесс, и это не должен быть вопросом форума. Единственное, что форум должен сказать, что решение вопроса только мирным путем.
Вот это мы за мирное решение. Ну, к агрессии, чтобы не допускать, это опять убийство мирного населения. И президент поддержал, что это хорошая инициатива. Мы решили провести ее сперва в Северной Осетии, потом, когда Валерий Мухаммедович Коков заболел, я попросил, давайте тогда лучше пройдем Кабардино-Балкарии. Коков очень энергичный человек, чтобы там провели, ему было очень приятно. И он согласился, мы решили проводить там. И потом сделать этот форум постоянно действующим, чтобы мы обсуждали наши межнациональные вопросы, отношения с друг другом. Мы теряем, говорю, Кавказ. И, ну, подсуетились те, которые тут у нас есть, такие люди, которые из любой хорошей идеи, что хоть чуть-чуть себе оторвать. И когда Путин отдыхал в Сочи, он вообще не отдыхает, он отдыхает, поехал, там же продолжает активно работать. Они сказали, что форум надо провести в Сочи, вот воспользуясь момент, что вы здесь, и провели партийно-хозяйственный актив. Собрали лидеров регионов, собрали там ансамбли. Конечно, концерт был просто такой, как был в советские времена, представляете, все народности. Я потом подготовил соответствующее письмо, значит, Владимиру Владимировичу, что вообще того результата он не дать просто не может, потому что априори совершенно другой формат, что нужно все-таки переговорить с ними. А мы уже с послами переговорили, там многие готовы были это. Ну, это вопросы, конечно, были не мои. И оно тихо умерло, потому что обозначали другие, значит, срочные вопросы, которые нужно будет. Но я считаю, для того, чтобы мы все-таки, значит, опять как-то начали потихоньку, притираясь друг к другу, объединиться, чтобы мы уже друг о друге знали больше, надо не из средств массовой информации, не от слухов, которые распространяются, а почаще поважно встречаться на очень серьезном уровне, чтобы мы уже друг другу опять посмотрели друг другу в глаза, чтобы мы в конце концов разжали кулаки, а мы ходим с сжатыми кулаками. Потому что вы знаете, кулаком и ни рюмку не поднять, и ни руку пожать, и не обнять. С кулаками же не обнимается. Поэтому, значит, нужно, думаю, идти и по этому формату. И, значит, нужно все-таки прекращать, значит, не позволять некоторым активным представителям средств массовой информации демонизации, которые занимаются Кавказ и выходцев с Кавказа. Этого нельзя делать. У нас есть очень много общего, о чем нам нужно не забывать, и что делать, чтобы вместе, чтобы мы понимали друг друга, чтобы мы понимали четко одно, что мы все плывем в одной лодке.